Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Находясь под стражей, Ханчер сказал: «Все равно несколько лет назад меня не было в вашей жизни, просто не обращайте на это внимания». Джихан говорит: «Но ты здесь, я больше не могу считать». Когда Хансер говорит: «У меня есть жизнь, а ты ей не принадлежишь», Джихан очень злится, а когда он тянет его за руку, Хансер говорит: «У меня рука болит, отпусти ее». Когда Джихан не отпускает руку офицера, несмотря на его предупреждение, он бьет его дубинкой. У Джихана сильно болит рука, и полицейский отводит его к раковине, чтобы вымыть руки и лицо и успокоиться. Ханчер грустит, когда Джихан уходит: «Да, в моей жизни есть кто-то, частичка тебя, драгоценное доверие, которое пришло ко мне от тебя, если бы ты только знал, что все для него». Йонка думает, что Нусрет ушла, и достает телефон из того места, где она его спрятала, но не может ответить на него. Пряча телефон от Нусрета, он понимает, что он не был заряжен, и ставит его обратно на зарядное устройство. Когда Джихан возвращается под стражу, Хансер спрашивает: «С тобой все в порядке, у тебя болит рука?» «Он тебя очень сильно ударил, Джихан, она не сломана, не так ли?» Когда Джихан говорит, что он не сломан или что-то в этом роде, ты должен позаботиться о его чистоте, а Ханчер говорит: «Я бы не хотел, чтобы так было». Джихан говорит: «Почему мы тогда здесь?» Когда Джемиль Ханчер не приходит домой, он звонит и пугается, когда не может дозвониться до телефона. Дерья звонит в агентство, с которым она связана, по поводу уборки, и оттуда они узнают, что я так и не приходил. Джемиль злится и поспешно уходит, думая, что это работа Девелиоглу. Дерья успокаивает его и говорит: «Может быть, сердце твоего брата тоже в нем, не позорь себя, делая что-то, не понимая и не слушая, я думаю о тебе, пойди и попроси дядю Эртуперула узнать, что происходит». Джемиль успокаивается и убеждается в этой мысли. Понимая, что Ханчер плохо выглядит, Джихан спрашивает: «С тобой все в порядке? Может, тебя отвезут в лазарет, пусть тебя осмотрит врач?» Когда Ханчер говорит: «Я не имею никакого отношения к профессии врача, это потому, что я ничего не ел с утра», Джихан протягивает ему воду в руке. Затем, когда офицер собирался прийти и вывести их, Ханчер сказал: «Они должны сообщить моему брату, ему должно быть сейчас очень любопытно». Джемиль приходит к дяде Эртугрулу и злится, когда дядя Эртугрул звонит Джихану и тоже не может с ним связаться, говоря, что он, должно быть, что-то сделал с моей сестрой. Когда дядя Эртугрул звонит ему и говорит: «Подожди, успокойся», Энгин знает, он узнает, что они оба находятся под стражей и жалуются друг на друга. Когда Энгин спрашивает: «Разве вы не придаете большого значения этой работе?», Джихан отвечает: «Я не хочу, чтобы он выполнял эту работу». Когда Джихан говорит: «Выведите нас отсюда как можно скорее», Энгин говорит, что это не так-то просто, Джихан говорит, что для меня это не проблема, но Ханчер несчастен, примите мою жалобу. Джихан очень доволен, когда Энгин говорит: «Хотя мне очень жаль, но ты сегодня здесь и тебе придется жаловаться на Хансера». Энгин говорит: «Это плохо. Я не понимаю, сегодня вечером это будет перед твоими глазами, ты любишь тебя или ты враг». Когда он и Ханчер возвращаются под стражу, Ханчер спрашивает: «Сообщили ли вы моему брату?» Джихан отвечает, что мы сообщили, не волнуйтесь. Затем, когда он спрашивает, как дела, Хансер отвечает: «Мне лучше, мне дали крекеры и фруктовый сок, было хорошо». Тем временем офицер приносит Джихану сумку. Джихан вынимает их и ставит перед Хансером, Энгин говорит, что купил несколько видов и ешь, что хочешь. Даггер говорит вместе с ребенком Фуме: «Твой отец такой мужчина, детка, он громкий и громкий, но он не может причинить вред тому, кого любит, но я могу поделиться этим только с тобой, потому что я должен дать ему ради него». Когда он понимает, что Ханчеру холодно, он протягивает ему свое пальто и засыпает на месте. Даггер постоянно наблюдает за ним, пока он спит, хочет держать его за руку, но не может. Когда Ханчер просыпается, она видит спящего Джихана и накрывает его своим пальто. Тем временем, пока Хансер наблюдает за ним, Джихан просыпается и улыбается, когда видит ее рядом с собой. А утром, говорит Энгин, я сделал все приготовления, и мы можем выходить. Когда Ханчер паникует, Джихан говорит:
не паникуйте, вы меня втянули, он не будет на вас злиться. Когда они уходят, Джемиль злится и задается вопросом, почему ты мешаешь моей сестре. Джихан Ханчер говорит, что вы пойдете домой и отдохнете, а затем позвоните в компанию и уйдете в отставку. Джемиль говорит, кто ты такой, ты мешаешь моей сестре, видно, что ты думаешь не о жене, а думаешь о ребенке в утробе. Между Ханчером и Джиханом существует неразрывная связь. После слов Джемиля он злится, говоря, есть ли неразрывная связь между Ханчером и Джиханом. Узнай об этом, говорит Виси Хану, мне бы хотелось иметь от тебя ребенка. Когда они возвращаются домой, Дерья говорит, возьми деньги, которые дал ей муж, и когда Хансер и Кремил говорят, что они заработают свои собственные деньги, Дерья злится и идет в свою комнату, говоря, что тебе следует позвонить на работу на виллу, а это ваш последний шанс, и спланируйте его немедленно. Он усаживает Джемиля Ханчера и говорит, что случилось с нами, ты и я, мы были как плоть и гвозди, мы не могли смотреть друг другу в глаза из-за твоего бывшего мужа, не работай, если не работаешь. Хочу, девочка, но не потому, что тот парень сказал, хочешь, ищи другую работу, а я позабочусь о тебе, как в детстве, приходи, давай уедем из этого города, если хочешь. Кинжал, я так много сделал, ты все еще стоишь за моей спиной, но я не могу позволить тебе нарушить весь порядок, он обещает, что это больше не повторится. Когда Джихана избили дубинкой в тюрьме, твои глаза наполнились слезами, как будто ты поранился. Он думает, даже если ты захочешь, я не откажусь от тебя. Ханчер вспоминает этот момент и говорит, откажись от своего упрямства, не делай Джихана. Они звонят Ханчер из клинингового агентства, чтобы получить последний шанс, и она говорит, что придет. Затем посмотрите на своего ребенка и порадуйтесь, говоря, детка, тебя ждет удача. Когда Гульсум передает Бейзе фотографии, которые она сделала на свадьбе, Бейза ругает ее, и ей это не нравится. Он просит его поставить лучший в углу своей комнаты. В этот момент приходит госпожа Мукаддер и спрашивает, в каком состоянии комната, Бейза говорит, не волнуйтесь, я вызвала уборщицу. Когда госпожа Мукаддер спрашивает, не смогут ли ее уборщица Фадиме и Гульсум убрать вещи за 2 минуты, Бейза отвечает, разве она не очень известный и компетентный человек, Гульсум. Затем он кладет руку Гэжи Бейзе Мукаддер на ее искусственный живот и говорит, смотрите, ее бабушка почти готова с ней встретиться. Госпожа Мукаддер злится на эту ситуацию, она приходит в свою комнату, она буквально дни считает, она будет уничтожать всех, с кем столкнется, я отдала свой телефон этой женщине и подвергла себя опасности, она говорит, эта девушка, не сделав что угодно, она сожжет нас обоих. Сын Дери хочет отправиться в путешествие, и когда мать ругает его за отсутствие денег, Джемиль поддерживает его, но денег нет. Когда Ханчер подходит к ребенку, который грустно заходит в комнату, и просит его записаться на поездку, ребенок очень радуется и обнимает Ханчера. Прибывает шаттл, чтобы отвезти Хансера на уборку. Пока Ханчер собирается на работу, Эмир бежит за ней и спрашивает сестру Ханчер, «Ты принесешь сегодня деньги?» Ханчер говорит, «Не волнуйся, я принесу их». Говорят, что Джемиль хочет отослать Хансер, чтобы она могла заработать больше денег. Когда шаттл привозит Ханчера в особняк, когда Ханчер говорит, «Я не могу пойти в этот дом, я не выйду, я сдался», водитель шаттла говорит, что мне сказали привезти его сюда, и говорит, что он должен отправиться. Хансер вынужден выйти из шаттла, и когда он звонит в компанию у дверей особняка и говорит, что не может работать в этом доме, женщина угрожает ему, что подаст на него в суд. Там же находится мужчина, который приставал к Хансеру и рассуждает о том, стоит ли такую девушку отправлять на работу вот так. Затем Ханчер вспоминает об Эмире и вынужден идти к двери особняка. Когда Энгин говорит Джихану, что вы преследуете Хансера без всякой причины, Джихан спрашивает, что вы сделали с проблемой дома вашей сестры, и видит браслет в руке Энгина. Когда Энгин спрашивает, принадлежит ли этот браслет Ханчеру, Джихан отвечает, что он откуда-то кажется знакомым, но это не Хансер. Затем Джихан спрашивает, почему вы одержимы этим браслетом, и он говорит, у меня глубокое чувство, у меня нет доказательств, но не отпускайте его. Несмотря на то, что кинжал сложен, он идет к двери особняка, думая о словах Эмира и угрозах женщины, которая устроила это задание.
Когда они подходят к двери, Бейза открывает дверь и бросает на них презрительный взгляд, и они входят, чтобы сообщить вам, что если вы опоздаете на полчаса, я вычту вашу зарплату. Он говорит: из этой двери ты вошла хозяйкой дома, выйдешь служанкой. Посмотрим, сможешь ли ты поднять голову, чтобы никому не кланяться. Когда Даггер спрашивает, с чего начать, он отвечает: из моей комнаты. Когда он собирается достать кинжал и надеть тапочки, Бейза говорит: не носи эти тапочки, они воняют как дерьмо. Когда она зовет Гэжу Фадиме и просит ее отдать тапочки уборщице, госпожа Фадиме спрашивает Хансера. Когда Ханчер спрашивает: я не госпожа Ханчер, я здесь, чтобы убраться, где мне одеться, она говорит Бейзе раздеться в твоей комнате и немедленно приступить к работе. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.